Всем привет! Мы задались вопросом, что будет, если все электричество исчезнет. Согласитесь, все самое нужное в нашей жизни работает на электричестве. Холодильник, плазма, приставки. Серьезно, без электричества мы бы умерли. Ведь по нашим нервным клеткам протекают электрические импульсы. Благодаря им бьется наше сердце. Так что без электричества наша жизнь просто станет невозможной. Но все же, давайте попробуем выйти из зоны комфорта и представить, что во всей Вселенной электричество исчезнет. Здесь нужно уточнить, большинство наших приборов работает на электрическом токе, а это направленное движение заряженных частиц. Но они могут быть и неподвижны, тогда мы не имеем дела со статическим электричеством. Давайте представим, что исчезнет не ток, а вообще электрические заряды. Конечно же, все электроприборы перестанут работать. И к тому же во всей природе перестанут идти грозы, прекратится фотосинтез. Более того, любая жизнь остановится, ведь многие процессы в клетках регулируются электричеством. Синтезом АТФ, проводимостью мембран, движением органелл. А в многоклеточных организмах вся нервная система устроена на электрических импульсах. Но если углубиться в вопрос, то все намного интереснее. Дело в том, что магнитное поле тоже создается электрическими зарядами. Ну, точнее, их движениями. Например, вокруг проводников с током всегда есть магнитное поле. Так устроены электромагниты. Да даже в обычном магните поле создается благодаря электричеству. Ведь электроны в атомах движутся, и вокруг них возникают маленькие магнитные поля. Они все складываются и образуется большое магнитное поле. Можно даже говорить о едином электромагнитном поле. Представьте, как только исчезнет электричество, все магнитики с холодильников отвалятся, замочки на сумочках станут бесполезны, да и вообще исчезнет магнитное поле Земли. Но это еще цветочки. Когда исчезнет электричество, мы все распадемся на атомы. Практически все химические соединения основываются на том, что плюсы одних атомов притягиваются к минусу другим, ну и наоборот. Благодаря этим силам атомы сцепляются друг с другом. Образуются кристаллические решетки, и твердые тела сохраняют свою форму. Если же эти силы исчезнут, то молекулы развалятся, и моментально превратимся в пыль. К тому же атомы тоже распадутся, ведь исчезнет притяжение между положительным ядром и отрицательным электроном. Каждый из нас будет каким-то облаком из отдельных ядер и электронов. Да уж, вот это неплохой такой апокалипсис. Но на этом еще не все. На все тела во Вселенной действует гравитация. Отдельные составляющие притягиваются друг к другу, поэтому гравитация всегда сжимает тела. Обычно этому противостоит электрическое отталкивание электронов в атомах, ведь они имеют одинаковый заряд. Но если такая сдерживающая сила исчезнет, то гравитация может сжать нас до неимоверно микроскопических размеров. Получится настолько плотная материя, что одна чайная ложка, наполненная ею, будет весить как 25 тысяч останкинских телебашен. Такая материя называется нейтронная. Дальнейшему гравитационному сжатию препятствует отталкивание нейтронов. Но это уже сила другой природы, не электрической. Астрономы обнаружили в далеком космосе много объектов из такой материи. Они называются нейтронными звездами. Так что, исчезнет электричество, мы все можем стать в какой-то мере маленькими звездочками. Но увидеть эту красоту вселенской катастрофы мы не сможем. И не только потому, что распадемся на атомы. Дело в том, что все фотоны, частицы света, исчезнут. Согласно современным представлениям физики, любые поля, электромагнитные или другие, представляют из себя концентрацию виртуальных частиц. Протоны, электроны перекидываются этими виртуальными частицами и таким образом притягиваются или отталкиваются. Каждому виду поля соответствуют свои виртуальные частицы. Для электромагнитного поля это фотоны, частицы света. Вы представьте, если электромагнетизм исчезнет, то исчезнет и свет, и вся Вселенная погрузится во тьму. Но стоит отметить, что существует материя, которая не восприимчива к электромагнетизму. Фотоны спокойно проходят сквозь нее, она для них абсолютно прозрачна. Ее называют темной материей. Скорее всего, мы повсюду окружены темной материей, и миллионы частиц пронизывают наше тело насквозь каждую секунду. Так что если случится катастрофа, когда исчезнет электромагнетизм, это коснется далеко не всего. Всем спасибо за просмотр. Этим видео мы хотели до вас донести, что электричество является важнейшим элементом нашей Вселенной.